Мир вам и милость Всевышнего, друзья! Давайте приготовим самые вкусные, ошеломительно пахнущие воздушные булочки синнабоны. Налейте горячий чай, горячую булочку и наслаждайтесь. Но сначала нам надо это приготовить. Берем теплое молоко, насыпаем туда сахар. Всю граммовку я вам распишу под видео. У меня здесь 10 грамм в пачке. Насыпаем примерно половину или можете 5 грамм отмерить на весах. Это мы будем делать опару. Перемешиваем, просто соединяем все и добавляем муку. И опять же перемешиваем. Получается как густая сметана. Оставляем это все, накрываем полотенчиком и оставляем, пока опара поднимется в 2 раза. Вот такая консистенция получилась. Смотрите, как она у нас поднялась. Такая упругая уже. Теперь мы добавляем сюда 2 яйца. Разбиваем и потом это соединим, все объединим в однородную массу. Добавляем чуть-чуть соли. Дальше высыпаем остаток сахара. Перемешиваем. Также нам надо добавить размягченное сливочное масло. Совсем его прям топить не надо, вот чтобы такое мягкое было. Также опять перемешиваем. И теперь нам осталось только замесить тесто, добавив муку. Достаточно соединили все. Мы теперь добавляем муку. Муку чуть-чуть оставляем. Вдруг получится у нас добавить чуть меньше, где-то чуть больше понадобится. Поэтому сначала не советую вбухивать всю муку. Перемешиваем это все. Сначала работаем лопаточкой, ну а потом лучше присоединить, конечно, руки и домешать все руками. Ну вот также можете в миксере все это сделать. Но мне нравится работать руками с тестом. Тесто любит руки, и я его тоже люблю. Поэтому занимаемся тестом. Месим довольно-таки мягкое тесто, но не липкое к рукам. Добавляем, вот у меня прям грамм все вышло. Остаток добавила муки, чтобы тесто было более такое, более плотненькое, но одновременно и мягкое. Тесто у меня, смотрите, какое хорошенькое получилось. Оставшимся маслом, когда я в тесто добавляла, осталось чуть-чуть, совсем смазываем его и накрываем полотенчиком, чтобы оно подошло. И откладываем наше тесто. В это время подготовим начинку. Здесь у меня корица, коричневый сахар и белый. Просто вот у меня коричневого не осталось нужное количество. Можно добавить и белый. Коричневый сахар дает более такой карамельный вкус. Вот тесто как подошло. Работаем на рабочей поверхности, посыпаем мукой и начинаем работать с нашим тестом. Формируем такой кружок и раскатываем его аккуратно. Раскатывать лучше прямоугольничком. Не забывайте переворачивать, подсыпать муку, чтобы оно не прилипло. Раскатываем мы не совсем тонко, где-то миллиметра 4, извините. Масло мы не топим совсем, а просто размягчаем и намазываем наш раскатанный пласт, прямоугольник. Мажем не жалея, но и, конечно, много так и не надо. Слишком вот граммовку опять же всю внизу оставлю. Этого масла нам хватит и на крем, пару ложечек останется, сверху которым мы будем поливать наши синнабончики. И вот, видите, вот это вот у нас осталось. Оставим это на крем. Теперь сахар вместе с корицей смешиваем и насыпаем на наше тесто. Какой же стоит аромат сливочный, корица. Даже представить себе не можете. Насыпаем равномерно везде. От края оставляем
от одного края оставляем сантиметра 2, чтобы когда мы сворачивали рулетик, было чем скрепить. Можете помочь ручками распределить равномерно, ну или ложкой дальше, как вам удобно это. Начинки много не бывает. Она очень ароматная. И от этого, конечно, и сладость зависит булочек. Поэтому распределяем ее равномерно. Вот 2 сантиметра от края я оставила. И теперь начинаем закручивать наш рулетик. Сильно плотно не надо закручивать, потому что он будет, синнабончик наш, стоять, будет увеличиваться в размерах, и просто с середины он взорвется тогда и может вытащиться. Лучше защипнуть вот так края и нарезать. Осталось нам по сантиметра 2-3 в ширину. Я, к сожалению, почему-то у меня удалился этот видеоролик, но вы и так понимаете. Просто взяли острый нож, нарезали, сложили, разогрели духовку до 180 градусов. Пока она будет греться, синнабончики прикрыли полотенцем, синнабоны будут подниматься. Далее делаем поливку. Это у меня сливочный сыр, масло, ложка или 2 ложки столовые мягкое, сахарная пудра и чуть-чуть молока, грамм 20-30 буквально. И все это смешиваем. Объединяем в однородную массу. Такая вот ароматная, вкусная она у нас получилась. Итак, мы испекли в духовке 20-25 минут наши синнабоны. Вытащили, и на горячие синнабоны мы накладываем, распределяем одинаково нашу начинку. Синнабоны, забыла вам сказать, вот я поделила, у меня получилось как раз 20 штучек. У вас может быть чуть больше, чуть меньше, смотря как вы их порежете. Итак, стоит неимоверно вкусный запах. Итак, заваривайте уже чашечку чая себе, берите горячий синнабончик и получайте удовольствие. Поверьте, по этому рецепту получаются очень вкусные булочки. Если видео было полезно, делитесь им, ставьте лайк, подписывайтесь, распространяйте. Спасибо, всего хорошего, мира вам и милости Всевышнего, друзья.